Я приветствую зрителей канала Сварка Сервис. В этом видео будет ремонт аппарата Blue Weld Prestige 164, он же Telvin Technica 164, он же Telvin Force 165. В принципе, одни и те же аппараты. То есть понятно, что тут у нас пробито. Так. Этот вроде жив, но драйвер мертв. Звонится неправильно. Прикол, знаете в чем? В том, что при дохлом транзисторе пусковой резистор остался жив. Сейчас покажу. Я, честно говоря, такое не видел ни разу. Так лучше будет видно. Не знаю, видно или нет, но желтый светодиод моргает. То есть пытается оно запуститься на самом деле. Как такое может быть, не знаю. Видимо, как-то там, не знаю, может быть, автомат выбило раньше. Может быть, поэтому не сгорело. Честно говоря, первый раз вижу, чтобы при сгоревших транзисторах остался резистор живой. Так, еще раз. Ну видно на видео, да. Что начинает потихоньку моргать. Вот такая вот история. Прикольная. Владельца уже по телефону напугал стоимостью ремонта. При этом согласился. Молодец. Понятно, что ремонт будет с заменой ТГР. ТГР есть у меня с прошлого отказника, который сначала согласился на ремонт, потом, когда я уже все сделал и проверил, он почему-то отказался. Был такой товарищ странный. Вот. В общем, думаю, что бумеранг к нему вернется. Все, дальше буду смотреть, разбирать. Аппарат прикольно, что он... Так, где свет? В принципе, аппарат видно, что нормальному человеку принадлежит. Даже вон корпус вообще как новый абсолютно. Внутри маленько пыли есть, но немного. То есть обычно все равно уже эти аппараты притаскивают такие маленько видавшие жизнь, но этот по факту новый. Так, дата у нас тут где-нибудь есть? Не, даты вроде нет. Вот. Хорошо, что никто не паял до меня. Мне тут недавно посоветовали купить тепловизор, чтобы смотреть, где у нас короткое замыкание. Так вот, в сварочных аппаратах короткое замыкание все-таки в большинстве случаев вылазит наружу. Его довольно хорошо видно. Вот так у нас радиатор выглядит. Короче, видно, что сюда попала какая-то, по-моему, то ли капля сварки, то ли что. В общем, вот так у нас это все тут выглядит. Закопченный конденсатор, радиатор, вон там СМД компоненты погоревшие. Вот. Понятно, что сейчас будет восстановление драйвера, замена транзисторов, замена трансформатора. Транзисторы дохлый совсем. А вот тут прикольно, не звонится. А тут звонится. Но чуть-чуть. Вот она, скорее всего, причина, почему у нас резистор не сгорел. Второй транзистор умудрился как-то так сгореть, что он не в коротком замыкании, а просто в сопротивлении каком-то. Возможно, при приложении напряжения оно даже как бы и еще больше. В общем, редкая ситуация, редкая, прикольно.
Как можно судить из этой картины, в драйвере в живых остался только резистор на 120 Ом, на 470 Ом и на килоом. Все остальное сдохло. Ну, неопытный мастер может, конечно, и что-то оставить. Например, стабилитроны показывал мультиметр, что работают. Только вот показания другие, чем у новых деталей. Ну, как бы хитрость для тех, кто как бы хочет рискнуть. Ну, можно сравнивать параметры вот с соседним плечом. То есть, если там все исправно, ну, гарантированно, да, ну, тогда можно сравнивать параметры. Но вообще-то, конечно, даже если показывает, что исправно, лучше заменить. Но здесь, в общем, понятно, раз попало высокое напряжение на всю эту схему, убило, в общем-то, абсолютно все. Ну что, так вот все это безобразие выглядит. Резистор запаял вот этот вот не SMD по той причине, что там сгорела дорожка, и SMD туда все равно не припаять. Поэтому запаян выводной. Ну, драйвер восстановлен, трансформатор запаян свой. Так, ну, сейчас включу, покажу осциллограмму. Без транзисторов понятно, что непонятно. Потом покажу еще с транзистором, соответственно. Текст, наоборот. Вставлено все. Вот у нас без транзисторов. Ну, с транзисторами у нас осциллограмма станет нормальная. Вот. Ну и, соответственно, она здесь такая. Ну и, в общем-то, и на этом она такая же. Абсолютно. Самое главное, чтобы все было у нас одинаково. Без осциллографа соваться в ремонт сварочников смысла вообще нет. А вот и нежданчик. Собственно, транзистор, естественно, запаял. На аналоговом осциллографе, я думаю, никто бы ничего бы и не заметил. Абсолютно ничего не понятно. Но я что-то как-то стремаюсь. Поскольку я даю большую гарантию, мне вот это дело вот вообще не нравится. Как это такое может быть? Что это такое? Хорошо иметь хороший осциллограф, да? Реклама. Вот. Ну вот так бы это выглядело, условно говоря, на аналоговом. Все бы сглажено и все в порядке. Ой. Так, надо сейчас решить, соответственно. Попробовать что-то модернизировать в драйвере. Попробовать другие транзисторы. Так, драйвер модернизировал. Осциллограмма изменилась. Закралось у меня подозрение, что она такая и должна быть. Вот как раз какая сейчас получилась. Залез в документацию. В документации есть осциллограмма. Ну, как можно понять, один в один просто. На самом деле. То есть вот как должно быть. Ну, в общем-то, значит и все. Дальше будут только испытания. Драйвер восстановлен полностью. И адаптирован под новые транзисторы нового образца. Так, собрано все. Ну что ж, показываю. Значит, у нас тут все максимум. Электродик. Так, ну, тыкаем. 150 с чем-то. На самом деле нормально. Плюс-минус у них это все отличается. Но пойдет. Так. И сейчас как-нибудь попробую сварку показать. Ну, понятно, да? Выдает он
Примерно приблизительно на сварке 100 ампер. Ну, в общем-то, опять же, тоже. Никогда они больше и не выдавали. То есть на коротком 150. Все правильно. Ну, тут опять же от электрода зависит, от проводов маленько. Ну, от заготовки, там контакт какой, туда-сюда. Ну, в общем, можно, в принципе, опять же, звонить, радовать заказчика. Аппарат был полностью восстановлен, прошел тестирование и выдан заказчику. Напомню, причиной выхода из строя силовых транзисторов является трансформатор гальванической развязки. Вот такая вот штука. Он залит неким материалом, который чем-то похож на компаунд или эпоксидную смолу. При обычной температуре комнатной он довольно твердый, при нагревании несколько смягчается. Но тем не менее, поскольку он является одновременно еще и клеем, он очень хорошо держит сердечник трансформатора. А поскольку коэффициент теплового расширения у этого материала и ферритового сердечника разный, спустя определенное количество циклов он этот сердечник разрывает на части. В результате чего зазор в трансформаторе увеличивается, индуктивность сильно уменьшается, а осциллограмма становится очень сильно искаженной. И у нас взрываются силовые транзисторы. Поэтому ремонт данного аппарата без замены вот этого трансформатора на самом деле является крайне неправильной процедурой, поскольку в холодном режиме, то есть когда температура трансформатора комнатная, осциллограмма может быть нормальной. Но в процессе работы, когда сердечник у нас расширится вместе с компаундом, у нас будет неправильная осциллограмма. Данный аппарат в магазине стоит 180 евро. Ну, теперь он представлен в виде аппарата Telvin Force 165. Ремонт этого аппарата обошелся чуть-чуть меньше 50 евро. Считаю, что это весьма выгодно за такую серьезную неисправность. На этом все. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока. До новых видео.